Здравствуй, народ. Или просто люди. Знаете, я так часто слышу о сложности жизни, о том, что государство – это машина, в которой мы просто винтики, о том, что история – это ложь, написанная победителями, о том, что религия – это как игра в наперстке. И все это правда. Но вся эта правда, она находится вовне, в окружающем мире. А есть другая правда. Та правда, которая находится внутри каждого из нас. И она, эта правда, иногда говорит и задает вопросы. Слушай сюда, чувак. Да, вокруг тебя все время происходит какой-то бардак, какой-то трэш, цирк абсурда. Ну, а ты-то сам чего хочешь от жизни? Не как великое стадо, которое вечно кричит «Ура!» и куда-то бежит. Не как светлое будущее, особенно там где-то на небесах. Не спасение души, а лично ты. Вот прямо сейчас. Что ты любишь, чего ты хочешь, чего ты желаешь, о чем ты мечтаешь. И тут выясняется самая смешная и самая страшная вещь. Большинство из нас абсолютно не знает никаких ответов на эти вопросы. Потому что мы привыкли все время лгать. Лгать самому себе, другим. Я люблю свою работу. Это обман. Обман, потому что ты любишь зарплату и ненавидишь будильник по утрам. Я хочу мира во всем мире. Это тоже обман. Потому что на самом деле ты хочешь, чтобы сосед по утрам перестал тебе сверлить голову. Я желаю духовного просветления и роста. Это тоже вранье. Потому что на самом деле ты желаешь лежать где-то на диване, тихонечко попивать пивасик, есть пиццу, и чтобы при этом тебя никто не трогал. Мы смотрим на этот окружающий мир, на эту окружающую нас реальность, и мы привыкли все усложнять. Мы сами все усложняем. Мы накручиваем какие-то там конструкции лжи, вины, страха, а потом сами в них же и запутываемся, как баран в колючей проволоке. Мы молчим, когда нужно кричать. Мы стесняемся, когда нужно сказать. Мы порой боимся своих собственных желаний. И мы ждем. Ждем, что кто-то придет и сделает нас счастливыми. Пастух, государство, бог, жена, муж, президент, инопланетяне. Мы ждем, а никто не приходит. И вывод напрашивается сам с собой. И он только один. Если ты чего-то в этой жизни хочешь, иди и сделай сам. Потому что никто, кроме тебя, этого не сделает. Во всех духовных учениях есть такое понятие – путь сердцем. Путь сердцем на самом деле это путь правды. Потому что путь сердцем – это и есть правда. Не та правда, за которую жгут на кострах. Не та, которую пишут в учебниках или каких-то там эзотерических книжках. А простая, голая, неудобная, как стелька в сапоге. Правда для самого себя. Я боюсь, я хочу, я не знаю, я устал, я люблю, я ненавижу. Сказать себе это как сделать первый шаг. Сказать это кому-то другому, это как сделать второй шаг. И порой это бывает очень страшно, потому что за это могут наказать. Ведь на самом деле никто не любит правду. Потому что это снимает всю шелуху и оставляет тебя голым. Как короля в сказке. Но при этом настоящим. И вот тут происходит самое главное. То, ради чего я вообще веду этот контент. Путь сердцем, он всегда прямой. И только он приводит к Богу, к счастью, свободе и домой. Не к храму с золотыми куполами, не к избирательной урне, не к банковскому счету,
а домой. Домой, к самому себе. К той точке, где я есть, где я существую. К тому месту, где ты никакая не функция, не овца, ни стадо, ни винтик, ни гражданин, ни физлицо, ни паспорт, ни имя, а просто ты, живой, настоящий, любящий, желающий человек. И ведь на самом деле все очень просто. Причем до смешного просто. Все, что нужно сделать, это перестать врать самому себе. И делать то, что велит тебе твое сердце. И тогда ты уже дома. Ты в раю. Это и есть путь действия. Это и есть все религии мира в одной фразе. Живи по совести. Государство, история, религия. Да, они все существуют, они все есть. Но они это просто декорации. Иногда страшные, иногда смешные. Но пока ты внутри самого себя знаешь дорогу домой, ты можешь гулять. Гулять по этим декорациям, не теряя при этом самого себя. Не теряя при этом свою собственную совесть и человечность. Ты можешь играть в их игры, но не быть при этом игрушкой. Ты можешь быть в стаде, но при этом не оскотиниться. Потому что твой внутренний компас всегда с тобой. И он стучит. Тук, тук, тук-тук. Я люблю, я хочу, я есть, я существую. Так что, может, хватит всяких там сложностей. Хватит ждать, хватит врать, хватит обманывать самого себя. Может быть, просто нужно сделать вдох, поднять руку и выдохнуть. Выдохнуть с облегчением. Положить эту руку на свое собственное сердце и спросить. Спросить самого себя, чего ты хочешь, чувак? И идти. Идти, не оглядываясь. Прямо. Не оглядываясь вообще ни на что и ни на кого. Ни на чье-то мнение, ни на президентов, ни на правителей, ни на близких тебе людей и родителей. А слушать только свое сердце. Верить своему сердцу и самому себе. Потому что там, где-то далеко-далеко впереди тебя горит свет. В окнах твоего собственного дома. Внутри твоего собственного сердца. И оно пульсирует. Всего лишь 3 буквами. CLS. Счастье, любовь и свобода. Так много в предложении «я люблю». В нем суть самой природы. Как много в мыслях я желаю, я хочу, в них вдохновение мечты, дух приключения, свободы. Порой нам кажется, что жизнь сложна. Виним других, судьбу за все свои проблемы и потери. На самом деле вовсе не в судьбе вина. Мы сами, к счастью, закрываем двери. Молчим, когда нужно сказать. Нам неудобно, мы стесняемся, чего хотим, не знаем. Стоим на месте мы годами и предпочитаем ждать, когда наши мечты придут к нам сами. А может быть, не жизнь сложна. Мы сами все берем и усложняем. Самообманом, ложью и виной не те дороги в жизни выбираем. Путь сердцем – это только правда. Для себя и для других. Об этом я пишу вот этот стих. Путь сердцем, он всегда только прямой. И только он приводит к Богу, к счастью и домой. Так что, дорогие мои слушатели,
Может быть, пора начать задавать себе правильные вопросы? Чего вы хотите на самом деле? Подумайте. А я, пожалуй, пойду. Сниму эту дурацкую маску, попью чайку с мятой. И, может быть, впервые за долгое время просто побуду в тишине. Без роли, без текста, без смеха. Просто дома. Внутри своего сердца.